конце июня 1967 года, накануне арабо-израильской войны, которую впоследствии назовут шестидневной войной, ВМФ СССР послали в Адриатическое море подлодку К-131. По прибытию в заданный район, подлодка должна была ожидать дальнейших указаний. Как только началась арабо-израильская война, командиру подлодки капитану первого ранга Шиховцеву было приказано в 15-часовой срок подготовить лодку к нанесению ракетно-ядерному удару по Тель-Авиву. Командир был ошеломлен таким приказом. Он вовсе не хотел наносить удар по Тель-Авиву, но знал, что не может не выполнить приказ командования. Для того, чтобы добраться из Адриатики до Средиземного моря, пройти мимо Греции, острова Крит и подойти на дальность стрельбы по побережью Израиля, К-131 должна была идти со скоростью не менее 57 узлов, а ее обычная крейсерская скорость была всего лишь 20 узлов. В то время, когда через 6 дней война закончилась, К-131 и ее ядерное оружие были еще на переходе. В конце концов, в Средиземном море подлодка встретила советскую боевую группу, состоящую из 40 надводных кораблей и 10 дизельных подлодок Черноморского флота. К-131 не принадлежала к этой группе, она была не с Черноморского флота. Но командование ВМФ СССР хотели, чтобы в этом шоу в Средиземном море участвовала бы и одна из новых атомных лодок Северного флота. И это было только начало. Вскоре Средиземное море станет новым полем боя в подводном противостоянии холодной войны. В то время в советских ВМФ имели слабое представление о том, что могут, а что не могут атомные субмарины. Перед арабо-израильской войной, когда К-131 была еще на переходе, в Адриатическом море, транспорт снабжения любезно предложил ей топливо и воду, оговаривая при этом, что эти предметы могут быть у нее на исходе. «У нас есть пресной воды столько, сколько нужно», — пришел ответ с лодки, «мы только что изготовили ее и готовы передать вам». На Черноморском флоте не было атомных подводных лодок, и поэтому удивленный экипаж транспорта снабжения не знал, что вода и топливо — это две вещи, которые любая атомная подлодка производит сама. Вот такой рассказ из недалекого прошлого нашего подплава. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставайтесь на связи. До новых встреч!